Мы сейчас с вами находимся на озере, которое называется Ада, озеро Ада. Это очень длинное озеро, оно проходит вот так вот и туда дальше на множество километров, ну, на несколько километров. И это озеро находится прямо на самой окраине Белграда. То есть вот там, видите, еще город, и можно сказать, прямо в черте города находится это озеро. Здесь огромное количество пляжей. Пляжи есть на этой стороне озера, и пляжи есть на той стороне озера. Сейчас мы пройдемся вдоль пляжа и посмотрим, что здесь есть. Давайте сначала посмотрим на те вещи, которые нам понадобятся, если мы пришли на пляж, если мы пришли отдыхать, загорать и купаться. Но об этих словах мы поговорим позже. Итак, первое, что нам понадобится, это шляпа. Шляпа, ну или панама, например. Панама выглядит вот так вот. Какой-то головной убор. Для чего он нам нужен? Для того, чтобы не получить солнечный удар. Солнечный удар – это когда ты перегреваешься на солнце, у тебя может начаться головокружение, у тебя будет кружиться голова, и тебя даже может тошнить, да, тебя может начать тошнить. Это очень неприятно. У меня пару раз в жизни были такие моменты, и это очень-очень-очень неприятно. Поэтому шляпа или любой другой головной убор. Следующее, что нам понадобится, это крем от загара. Насколько я знаю, есть крем от загара и для загара. А еще есть крем после загара. Крем от загара помогает не загореть. Крем для загара помогает загореть правильно, да, не сгореть. А крем после загара я вообще не понимаю, для чего нужен. Юля мне объясняла, но я так и не понял. Поэтому крем от загара — то, что нам нужно. Следующее — это, конечно же, вода. Вода также поможет нам не получить солнечный удар и вообще выжить, потому что сегодня очень жарко, наверное, плюс 32. Для человека из России это просто Африка, и обязательно нужно пить воду. Окей, также у меня есть здесь полезный перекус. Вот это полезный перекус в виде фруктов. И еще у меня есть неполезный перекус, но вкусный. Ну и, наверное, последняя деталь. Нет, не последняя. Это полотенце. Полотенце нужно для того, чтобы вытереться. Когда ты выходишь из воды, ты мокрый. Поэтому тебе нужно вытереться. Также есть такая полезная летняя обувь. Она называется сандали. Это сандали, ну и мы их обычно носим летом. Главное, никогда не носите сандали вместе с носками. Следующая вещь — это очки. Очки или солнцезащитные очки. Очки будут защищать ваши глаза. Как вам кажется, мне идут эти очки или мне не идут эти очки? Это Юлины очки, и мне кажется, что они мне не идут. Но, тем не менее, очки обязательно нужны, они будут предохранять ваши глаза. Ну, первое, что бросается в глаза, это цивилизация. Здесь, видите, множество кафе, где можно купить напитки, какую-то еду. И также здесь есть вот такие зонтики, столики и кресла, где можно посидеть. Вот люди сидят, пьют пиво, отдыхают. Это очень прикольно. То есть здесь есть такая оборудованная зона, то есть места, где можно не просто лежать на пляже и загорать, а, например, купить что-то и посидеть, как бы, ну, посидеть более, скажем, культурно, что ли. Да, потому что в России есть слово, есть выражение «отдыхать дикарями». Отдыхать дикарями.
Мы дикарями едем на море. Это означает, что люди едут в какое-то далекое место на море, где нет ничего, где есть только море, например, и пляж, или озеро и пляж, где нет ресторанов, нет кафе и так далее. Вот это называется отдых дикарями. Ну а здесь, как вы видите, совсем другой формат отдыха на пляже. Вот, кстати, здесь стритфуд, национальная сербская кухня. Все очень вкусно. И, кстати, здесь достаточно недорого. Казалось бы, такое курортное место, но цены здесь невысокие. Перед тем, как пойти купаться, нужно переодеться. Здесь стоят вот такие кабинки для переодевания. Или пляжные кабинки. Или просто кабинки. Там ты переодеваешься, надеваешь, если ты девушка, то купальник, а если ты парень, то плавки. Плавки — это трусы, в которых плавают мужчины, ну, специальные трусы. Хотя в последние годы у меня просто нет плавок, и я всегда купаюсь в обычных трусах. Еще есть такие штуки, на которых можно лежать. Мы их называем лежаками, лежаки. Вот здесь один лежак, вот такой вот, здесь второй лежак, и я сижу на еще одном лежаке. Обычно, кстати, за них берут деньги на пляже. Когда мы были в Черногории, вот здесь будет ссылка на это видео, то там мы заплатили 5 евро за лежак, за целый день. Но здесь они бесплатные. Главные атрибуты пляжа, любого пляжа, оборудованного. Во-первых, это напитки, разные холодные напитки. Здесь сотни холодильников с разными напитками. Ну и, конечно же, мороженое. Здесь мороженое продается на развес. То есть ты можешь купить 100 грамм, 200 грамм и так далее. Это называется мороженое на развес. Для чего мы приходим на пляж? Ну, первое — это загорать. Вот здесь видно, что люди лежат и загорают. Вот, здесь тоже человек лежит, загорает. Ну и, конечно же, купаться. Вот там, видите, девушка находится в воде, она купается. Чем купаться отличается от плавать? Плавать — это либо спорт, либо конкретное действие, когда ты плывешь. Но купаться означает просто получать удовольствие в воде. Ты можешь плавать, ты можешь просто стоять в воде, ты можешь лежать в воде. В общем, купаться означает находиться в воде для удовольствия. Кстати, многие здесь также катаются на велосипедах или на электрических самокатах. И я хочу вам объяснить разницу между кататься и ездить. Это то же самое, как купаться и плавать. Ездить или ехать означает движение. Ты куда-то движешься на чем-то. Но если ты катаешься на чем-то, то это означает, наверное, это какой-то тренер. Он свистит и дает какие-то указания спортсменам. Так вот, кататься означает получать удовольствие от езды. Можно кататься на машине, да, это точно какой-то тренер. Можно кататься на машине, то есть просто ездить без цели для удовольствия. Можно кататься на велосипеде, на самокате, на моноколесе, да на чем угодно, если есть колеса. Даже не обязательно, чтобы были колеса. Можно зимой кататься с горки на санках. Кстати, мы проходили пляж, там были маленькие камушки. Пляж состоял из маленьких камушков, из маленьких камней. Мы называем такой пляж, такой материал галька. Да? А здесь бетонный пляж. Видите, здесь все сделано из бетона. Это бетонный пляж. То есть есть галечный пляж или пляж из камней, да, состоящий. Есть бетонный пляж, а есть еще песчаный пляж. Но здесь нигде, к сожалению, нет песка, поэтому здесь нет песчаных пляжей. Вот там все тоже пляжи из камней, из маленьких мелких камней, которые мы называем галька. Смотрите, кот тоже пришел на пляж.
и лежит, загорает. Нет, он не загорает, потому что кот лежит в тени. Кот, наоборот, отдыхает в тени. А может быть, он пришел сюда, чтобы ловить рыбу. Вот, посмотрите на человека. Видите, там он плывет. Мы можем сказать, что он плывет куда-то. Но можно и сказать, что он купается. Да? Это, в принципе, можно и так, можно и так сказать. Посмотрите, какое гигантское озеро. Оно уходит вот туда далеко, вот там далеко конец этого озера. А сейчас будет контент 18+. Потому что вот там находится нудистский пляж. Нудистский пляж. Нудисты — это люди, которые любят загорать без одежды. Я тоже иногда так делаю, но я не люблю нудистские пляжи. Скажу честно, я не очень люблю и всегда не любил цивилизованные пляжи. То есть пляжи, оборудованные, не знаю, лежаками, сиденьями, где есть магазины. Вот это все я обычно не любил. Такие курортные зоны. Я не любил никогда такие места, но конкретно здесь мне очень нравится. Это место достаточно спокойное. Здесь бывает много людей, но это как-то тебе не мешает. Даже не мешает музыка, которая иногда играет из этих колонок. Вот видите, колонка — это фонарь, вообще фонарь, и на фонаре колонка. Ух ты, а еще здесь, здесь ездят автомобили. О! Сербы очень приветливые люди, очень приветливые люди. Мне это безумно нравится. Это прям очень классно. Очень такие веселые, разговорчивые, дружелюбные. Вообще прям лайк. Кажется, что эти штуки еще помнят коммунистическое время. Посмотрите, какие странные штуковины. На них, наверное, раньше катались по озеру, но сейчас, наверное, они не работают. А еще есть вот такие смешные катамараны. Это называется катамаран. Да, тоже довольно-таки старые. Ты крутишь педали. Вот здесь крутишь педали. 2 человека сидят, крутят педали. И этот катамаран плывет. Прикольно. Ну, раз уж мы пришли на пляж, то давайте купаться. Вода прозрачная. Вода очень чистая и прозрачная. Видите, иногда вода бывает мутная, когда плохо видно. Но сегодня и вообще здесь, в этом озере, вода прям очень прозрачная. Очень классно. Ну что ж, я хотел искупаться, я искупался. О, вода отличная, вода ну, достаточно теплая. Я люблю, когда вода прохладная, но теплая вода тоже хорошо. Фух, сейчас я хочу переодеться, чтобы в сухой одежде поехать домой. Что ж, друзья, до встречи в следующем видео. Пока.